Всем привет! Вы на канале Вязаные истории. Меня зовут Юлия. Это видео третья часть по вязанию вот такой девочки фиалки. В первых двух частях мы уже связали с вами вот такое тело и голову. Сейчас приступим к ее оформлению. Оформим полностью личико, свяжем прическу. Ссылки на первые две части вы можете найти в описании под этим видео. У кого готова голова и тело, продолжаем дальше. Первым делом давайте свяжем ушки. Вот так выглядит первое. И точно так же мы сейчас свяжем второе. Делаем кольцо амигуруми, оставляя длинный хвостик в начале. Так будет удобнее пришивать. И в кольцо амигуруми вяжем 6 столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый, пятый и шестой столбик. Дальше вяжем в это же кольцо соединительный столбик, воздушную петлю, вытягиваем нить. Вытягиваем длинную, чтобы хватило для пришивания. Далее кольцо затягиваем. И вот такое у нас ушко получилось. Вяжем таких 2. Связали ушки, теперь отмечаем места пришивания. От глаза отсчитываем в сторону 7 столбиков полных. Вот этот вот один маленький я не считаю. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Отмечаем точку булавкой. Это в ряду, где устанавливали глазки. Теперь вниз идем еще на 3 ряда. Вот на этих местах будут пришиваться ушки. Точно так же отмечаем с другой стороны. Пришивание идет практически одинаковое, за исключением того, что это ушко мы сейчас пришиваем сверху вниз. Второе ушко с другой стороны будете пришивать снизу вверх. Получается, вводим иголочку под первую точку, захватывая один ряд вниз. Дальше захватываем на ушке один столбик, как раз тот соединительный, который мы провязали в конце. Сразу же хорошо подтягиваем. Вводим иголочку на голове в следующий ряд вниз. Теперь вводим иглу на ушки в кольцо амигуруми. Тоже снова хорошо подтягиваем. Еще раз захватываем на голове ряд вниз. И теперь опять на ушки подхватываем последний столбик. Вводим иглу в ту же точку, где отмечена булавочкой, выводим где-нибудь сзади головы, между столбиками. Теперь хорошенько затягиваем кольцо амигуруми, чтобы не было вот такой дырочки. И вводим этот хвостик на ту же точку, где был первый. Также между столбиками, в это же место. И смотрите, как теперь будем их прятать. Завязываем на пару узлов. Обрезаем. И с помощью иглы подхватываем изнутри узелок, протягиваем вовнутрь головы. Все, у нас не осталось никакого следа от этих ниточек. И вот такое пришитое ушко. Пришиваем точно так же второе. Теперь нам нужно сделать утяжку. Берем длинную нить, вводим внизу головы, вот возле этого ряда, который был у нас за передние полупетли. Отмечаем один столбик посередине. Вводим иголочку, выводим сбоку первого глаза с внешней стороны. Оставляем внизу хвостик.
Теперь вводим иглу с внутренней стороны глаза и выводим в первую точку. Вот что у нас получается. Нить утяжки я прокладываю сверху над глазом. Подтягиваю, и она туда под глаз утопает. Теперь отступаем здесь один столбик в сторону, вводим иглу, выводим сбоку второго глаза. Вводим иглу с внутренней стороны и выводим внизу на один столбик от первого хвостика. Все так же, как с первым, нить прокладываем сверху, подтягиваем, и она утопает. Подтягиваем оба глазика, прям сильную утяжку я не делаю. Вставляем такую среднюю. Вот что у нас получилось. Теперь, если длины нити достаточно, то можно завязать здесь пару узлов и перейти сразу на вышивание носика. Выводим иглу под вторым рядом, от которого устанавливали глазки. Давайте покажу булавочками. Вот ряд, где мы устанавливали глазки. Отсчитываем вниз 2 ряда и устанавливаем булавочку раз на расстоянии 3 столбиков 2. Можете регулировать это расстояние, чтобы было ровно. У вас может получиться 3 столбика, 2 столбика. Так, выводим иголочку возле первой булавки. И теперь начинаем прошивать нос, просто прокладывая нить на расстоянии 3 рядов. Первый стежок. Второй. Третий и четвертый. Этого будет достаточно, больше делать не нужно, иначе нос будет сильно выделяться. Выводим нить вниз головы. Вот такой получается носик. Снова завязываем узел. Если длины нити больше не хватает, она короткая, то выводим их, хвостики, внутри головы прячем. И берем новую ниточку для того, чтобы сделать утяжку на ротике. Но у меня длины хватит, поэтому я сделаю ее прямо сейчас. Выводим иголочку. Давайте отмечу булавками, где будет располагаться ротик. Получается, он идет на 3 ряда ниже от носа. Также на расстоянии 3 столбиков. Трех, 2, смотрите, чтобы было ровно. Все, выводим иголочку к первой булавке. Прокладываем стежок через 3 столбика и выводим вниз. Вот такой получился ротик. Сейчас его слегка нам нужно утянуть. Сильно не надо. Вот так будет достаточно. Такая небольшая выемка. Если утянете сильно, я думаю, будет это не очень красиво. Поэтому регулируйте, смотрите, как больше нравится. Можно вообще эту утяжку не делать, это все по желанию. Теперь уже окончательно завязываем несколько узлов и отправляем хвостики вовнутрь головы. А теперь вышьем ей ротик. Но я вам рекомендую сейчас посмотреть, как это сделать, а вышить уже после того, как она будет в полном образе. На ней будет платье, пришиты волосы, все сделано. Потому что тогда будет хорошо видно, какой цвет ей действительно подходит. У меня уже есть одна готовая, поэтому вот на ее примере я сделаю. И то мне не очень нравится вот этот цвет нити. Даже я не подскажу этот номер, потому что был маленький клубочек, и я перебрала на самом деле очень много вариантов.
ни один из них нормально не подходил, вот только более-менее вот такой. Поэтому обязательно присмотритесь на разные оттенки, попробуйте. Какой-то, может быть, подойдет больше. Ротик мы делаем, вводим иголочку в стороне, выводим на тех же точках, на которых делали утяжку. Все, хвостик оставили, проложили 3 столбика, стежок, к первой точке вывели. Вот так это делается очень просто. Теперь здесь завязываем узлы и прячем в голове, как я это уже показывала при пришивании ушек. Далее следующий этап, это нам нужно вышить бровки. Также вводим иголочку в стороне, выводим на первой бровке, это примерно отступив 1 столбик на ряду, в котором устанавливали глазки. Я буду показывать наглядно, это все хорошо видно. Вот проложили первую ресничку. Когда вышиваем вторую ресничку, сразу же поднимаемся на ряд выше. Прокладываем вот такую вторую. Теперь уже не в самый уголок глаза, а примерно до середины я веду. И переходим к бровкам. От верхней части реснички отсчитываем 2 ряда вверх, 2 в сторону и на 1 ряд вверх. Вот так. С этой стороны точно так же. Вот у нас верхняя ресничка. Вот она. Отсчитываем 2. И на ряд вверх 2 столбика в бок. Вот такие у нас получились реснички. Вот такое у нас оформление бровей и ресничек. И заключительная часть в оформлении личика. Мы берем белую нить. Это у меня газал джинс, разделенная на 2 части. Вводим иглу в стороне, выводим не прям впритык к глазу, обычно делаем прям возле глаза ровно, а я ее делаю чуть-чуть отступив в сторону, немного, где-то половина столбика. Вот так, под ресничкой. И вводим иглу под глазом где-то на середине. Вот так получилось. Второй делаем глаз точно так же. Оформление доделали. Вот так выглядит голова куколки. Теперь будем соединять голову и тело. Для этого берем 2 отреза нити. Длинные. Короткие точно брать не надо. Вот примерно вот так. Берем сначала первую нить. Прошиваем ее, захватывая шею. И оставляем 2 вот таких хвостика. Берем вторую нить. Также прошиваем шею, но теперь уже поперек.
у нас получилось 4 вот таких части. И теперь их все нужно провести через голову. Выводим, где кольцо амигуруми. Первый хвостик. Второй, отступив столбик от первого. Третий. И четвертый. Вот что у нас с вами получилось. Теперь подтягиваем ниточки и насаживаем голову на шею. Хорошенько каждый хвостик по отдельности подтягиваем. Теперь сверху мы завязываем узел, но завязывайте так, чтобы на макушке не сделать сильную утяжку. То есть можно прям затянуть сильно, что на макушке будет такая выемка. Нам этого делать не надо. Нам надо просто их хорошо закрепить, не утапливая. Все, хвостики теперь можно вывести через наполнитель с другой стороны головы. Вот так выглядит макушка. И вот так законченное тело и голова. Приступаем к вязанию хвостиков. Сейчас мы с вами вывяжем вот такие локоны. Для этого делаем кольцо амигуруми. Для начала вяжем основу для этих локонов. В кольцо набираем 6 столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый, пятый и шестой. Кольцо затягиваем. Вяжем второй ряд, 6 прибавок. Первый ряд. Ой, первая прибавка. Вторая. Третья. Четвертая. Пятая. И шестая. Все, основа для прядок готова. Теперь мы с вами вяжем прядки, захватывая только переднюю полупетлю. Заднюю оставляем для пришивания. Получается, вводим крючок под первую полупетлю, провязываем соединительный столбик и начинаем набирать цепочку из 28 воздушных петель. Если хотите, чтобы были более длинные хвостики, набирайте больше. 28 воздушных петель набрали. Теперь в обратную сторону вяжем 27 столбиков без накида. У меня прядка закручивается, даже если вязать просто столбики без накида. Если у вас она остается ровной, то чередуйте. Вяжите один столбик без накида, а в следующую петлю вяжите прибавку. И так до конца ряда чередовать. Но у меня вот даже в процессе вязания они начинают закручиваться.
Довязали. Теперь в следующую петлю, также переднюю полупетлю, провязываем соединительный столбик. Получается, в этом круге у нас 12 столбиков, и мы сделаем 6 прядок. Поэтому теперь в следующую петлю снова вяжем соединительный столбик, и от него набираем цепочку. Между цепочками у нас с вами один соединительный в следующую петлю и один соединительный, от которого уже начинается цепочка. Все, вяжем 6 прядок. Довязали локоны. Теперь делаем соединительный столбик. Воздушная петля. Нить вытягиваем и обрезаем. Вытягиваем нить длинную, для того, чтобы хватило пришить основу вот эту к голове. Вяжем 2 такие детали. Теперь приступаем к вывязыванию основной части волос. Для этого делаем кольцо амигуруми. В кольцо набираем 6 столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый, пятый и шестой. Кольцо затягиваем. Вяжем второй ряд. Подряд 6 прибавок. Первая прибавка. Вторая. И так все 6. В итоге у нас получится 12 столбиков. В третьем ряду вяжем 1 столбик без накида прибавка. Повторяем так 6 раз. 1 столбик, в следующую петлю прибавка. Столбик, прибавка. Вяжем так до конца ряда. В итоге получится 18 столбиков. В четвертом ряду провязываем 1 столбик без накида. В следующую петлю прибавка. Дальше вяжем 2 столбика без накида прибавка 5 раз. Первый столбик, второй и прибавка. Это мы провязали 1 раз. И еще 4 раза вяжем также 2 столбика прибавка. Провязали. Теперь довязываем до конца ряда оставшийся 1 столбик без накида. В итоге у нас сейчас получилось 24 столбика. В пятом ряду вяжем 3 столбика без накида прибавка 6 раз. Первый столбик, второй, третий и провязываем прибавку. Вяжем так до конца ряда, а в итоге получится 30 столбиков. В шестом ряду провязываем 2 столбика без накида. Первый, второй и провязываем прибавку. Дальше вяжем 4 столбика без накида прибавка 5 раз. Первый столбик, второй, третий, четвертый и прибавка. Вяжем так нужное количество. И теперь довязываем до конца ряда 2 столбика без накида. Первый и второй. Получилось 36 столбиков. В седьмом ряду вяжем 5 столбиков без накида прибавка 6 раз. Первый столбик, второй, третий, четвертый, пятый и провязываем прибавку. Довязываем ряд, в итоге получится 42 столбика. В восьмом ряду вяжем 3 столбика без накида. Первый, второй, третий. Провязываем прибавку. Дальше вяжем 6 столбиков. Прибавка 5 раз. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой и прибавка. Повторяем так еще 4 раза. И довязываем до конца ряда оставшиеся 3 столбика.
Первый, второй, третий. Закончили этот ряд, получилось 48 столбиков. Следующий ряд 9. Вяжем 7 столбиков без накида, прибавка 6 раз. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой и прибавка. Довязываем ряд, и получается у нас в итоге 54 столбика. Следующие 4 ряда, 10, 11, 12 и 13, провяжите по 54 столбика без накида. Провязали. В 14 ряду вяжем 4 столбика без накида. Первый, второй, третий, четвертый. И провязываем прибавку. Дальше вяжем 8 столбиков без накида, прибавка 5 раз. Первый столбик, второй, третий, четвертый, седьмой, восьмой и прибавка. Довязываем так нужное количество. Провязали, теперь вяжем до конца ряда оставшиеся 4 столбика. Первый, второй, третий и четвертый. Получилось в этом ряду 60 столбиков. И следующие 3 ряда, 15, 16 и 17, провяжите по 60 столбиков. Провязали эти 3 ряда. Дальше делаем соединительный столбик в следующую петлю, воздушную. Нить вытягиваем длинную. Я вытягиваю сразу, чтобы хватило на пришивание всего паричка. И обрезаем. Примеряем расположение паричка на кукле. Смотрите, от ушка до ушка он у меня располагается. Дальше сверху я его сильно не натягиваю прям на лицо наперед, потому что здесь еще сейчас мы свяжем челочку. Сзади вот так. Паричок должен быть полностью по размеру. Теперь с вами пока что его оставляем и свяжем вот эту челочку. Для челочки мы набираем 4 воздушные петли. Первая, вторая, третья и четвертая. Это идет основа. С каждой стороны за полупетли у нас будут идти по 3 прядки. Вяжем соединительный во вторую петлю от крючка. И набираем 22 воздушные петли. Так, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Дальше со второй петли от крючка в обратную сторону провязываем 21 соединительный столбик. Не столбик без накида, а именно соединительный. Первый, второй, третий соединительный столбик. Вернулись мы к нашей изначальной цепочке. Вот провязали от первой петли. Теперь вяжем соединительный столбик во вторую петлю на основной цепочке. Снова набираем 22 воздушные петли. 22. Все в обратную сторону вяжем снова 21 соединительный столбик. Всего таких прядочек у нас будет 6. 3 по одной стороне и 3 по второй стороне. И потом просто эту челочку мы пришьем. Все, довязали вторую прядку. Теперь вот наша основная деталь. Мы в третью провязываем также соединительный столбик. И снова от нее набираем цепочку из 22 воздушных петель. Пока что вот что получается. Это одна сторона, она будет располагаться вот так. Так, довязали 25
первый соединительный столбик. Теперь снова соединительный в эту же петлю, которая третья у нас на основной цепочке. Воздушная петля и опять соединительный в эту же петлю, потому что мы начинаем вязать по второй стороне. Все, набираем теперь снова 22 воздушные петли. Получается в обратную сторону 21 соединительный столбик. И вот здесь у нас идет вторая петля, и вот здесь третья. Вяжем так дальше, точно так же, как вязали по первой стороне. Довязали наш паричок как паучок. Дальше вяжем соединительный столбик. Воздушная петля, вытягиваем нить, достаточную для пришивания. Теперь нам нужно с вами примерить, хорошо ли расположен паричок, не мешает ли он челке. Может быть, его нужно чуть-чуть вверх поднять. Давайте разметим булавками, где у нас что будет располагаться. Так, отмечаем волосики челки ровно посередине. Теперь распределяем эти 3 прядки по сторонам. Первые 2 я пришиваю за ушком. Это пока просто разметка, хорошо ли сидит основная часть волос. Потому что потом мы челочку уберем, пришьем волосы и заново прикрепим. Уже будем поверх основной части пришивать вот эти прядки челки. Вот так располагаются у меня первые 2. А третью, которая у лица, я просто располагаю вот так. Чуть свободнее. Видите, вот эти 2 натянутые прям плотно лежат в голове. А вот эта такая немножко с изгибом. Вот так. То же самое делаем со второй стороны. Распределяем 2 прядки за ушко. А третью делаем более свободно. Можно ее даже немножко вот так перекрутить, чтобы она немножко закрутилась назад. Вот так будет выглядеть челочка. Я надеюсь, вам здесь хорошо видно. Теперь смотрите, все примерили, все, паричок на своих местах, основная его часть. Получается, убираем челку. Сейчас я прикреплю парик, чтобы уже никуда не слетел, оставался на нужных местах. Я не снимаю, сейчас покажу вам, но вы убираете челку, пришиваете по кругу паричок. Получается, как мы делаем? Захватываем столбик на голове 1. И дальше захватываем переднюю полупетлю на паричке. Не полный столбик, а именно переднюю полупетлю. Подтягиваем. Дальше следующую захватываем снова столбик на голове. И на передней полупетле основы. Таким образом прошиваем каждый столбик, каждую петельку по основной части. Теперь я это потом сделаю за кадром, чтобы сейчас не тратить на это время. Теперь давайте покажу. Челочка пришивается основная часть по центру головы и пришиваются именно на местах прядки, где у нас булавки. Заводим иглу под булавочку. Захватываем прядку. Отступаем в сторону 1 столбик или 1 стежок какой-нибудь. Главное, чтобы захватить именно эту прядку. Переходим под вторую булавку. Видите, первая у нас уже прядочка зафиксирована. Вторую точно так же вводим иглу под прядку. Захватываем
примерно один столбик и выводим под третью, также под булавку. И переходим теперь к серединке. Будем пришивать основу в чулочке. Вот смотрите, как мы пришили прядочки. Зафиксировали по краям. Теперь пришьем сейчас основную часть и зафиксируем с этой стороны. И будет готова наша основная часть прически. Так, как прошиваем здесь? Захватываем прядку. И снова в эту же точку на голове. Я не помню, как точно называется этот шов. В общем, захватываем. Назад иголку, что ли? Если это не так, то исправьте меня, пожалуйста. Таким образом мы с вами это все пришили. Теперь эти все хвостики прячем завязываем на узлы и прячем через голову на другой стороне. Вот такая у нас получилась сейчас с вами прическа. Я думаю, вам уже этот процесс понятен. С обратной стороны также прихватываем прядки, и все будет зафиксировано. Теперь остается мне показать вам только, как пришить вот эти вот локоны. Но пришиваются они по такой же технологии, как и основу головы. Вот у нас с вами здесь есть оставленные специально полупетли. И мы делаем 12 стежков за передние полупетли. Отмечаем расположение хвостиков. У меня они располагаются, давайте уберу здесь цветочек, чуть выше ушка, и от края основы волос 1, 2, 3, 4 столбика я отступаю. Думаю, вам здесь уже видно. С этой стороны также у меня вот 1, 2, 3, 4 столбика. И здесь уже начинается пришитый локон. Вот так они будут выглядеть. Тоже показываю сейчас на каком-нибудь просто месте, а потом уже за камерой я пришью на необходимое. Вот отсчитываем 1, 2, 3, 4 в сторону, и с этой стороны начинаем пришивать. Давайте я пойду вниз. Отметьте заранее булавками места, на которых хотите, чтобы они располагались, локоны. И начинаем пришивать. Захватываем одну петлю на волосах, одну полупетлю на нашей маленькой основе. Дальше снова вниз 1 петля и 1 на основе. Теперь 1 петля в бок. Получается, если пришивать квадратиком, то по 3 петли, да, у нас на каждую сторону. Так, 2 в бок. И 3. Дальше 3 вверх. Первое, я думаю, вам уже понятно про принцип. Вот таким образом пришиваем все кудряшки. Будет у нас вот такая очень милая, красивая девочка.
Надеюсь, мое объяснение было вам понятно, но я старалась показать максимально подробно. Вот так, на этом все. Мы закончили оформление лица и волос. В следующей части мы с вами уже начнем вязать цветочки, свяжем платье и туфельки. Полностью нарядим нашу красотку. Спасибо всем за проведенное вместе со мной время. Увидимся с вами в 4-й заключительной части.